Всем здорово, чуваки! Я думаю, вы так же, как и я, уже налили себе чаек и приготовились к этому выпуску, потому что он будет очень интересный. Как вы знаете, в детстве или не в детстве, не знаю, дедушки, бабушки, ваши родители, может быть, или вы сами, я уверен, что на 100% вы делали вот так вот. Брали какие-нибудь сушки, или, ну вот у меня сухарик, например. И когда пьете чай, просто вот так вот макаете, ждете, макаете вот так вот. Не знаю, сколько обычно ждут. Я не знаю, я обычно ждал до того момента, пока просто не отвалится сухарь. Или какая-нибудь печенька. Ну вот в моем случае, не знаю, секунд, наверное, 20 проходит. Самая бесячая фишка была вот этой штуки в том, что никогда не угадаешь, когда упадет сухарик или печенька или сушка. Мы вот так вот достаем и такие... Как же вкусненько. Вроде, казалось бы, ничего особенного. Пей чай, макай сушки или печеньки, или еще что-то. Но сегодня мы хотим взять не стакан чая, а целый литр и узнать, сколько нужно сушек, чтобы они этот литр впитали. Ну и помимо чая мы еще хотим взять молоко и суп. Это будет, думаю, очень интересно. Но так как у нас кроме сухариков ничего нет, нам нужно это все купить и отправиться в магазин. Так что погнали. Так, первое нам нужно это молоко. У нас сколько? Сколько возьмем? 3-4? Ну, 5 давай. 5 пачек, да? Итак, друзья, нам еще нужен суп. И получается, что мы нашли вот такой вот кнор. Здесь написано, что одна такая пачка на 200 мл воды. Получается, что нам нужно 5 пачек. Так, еще нам нужны сушки. Как вы знаете, сушки едят обычно с чаем. Вот мы в чаю их и возьмем. Так, сколько упаковок? Наверное, 4. Нам нужны еще сухарики, как вы знаете, их тоже обычно что-то макают, поэтому возьмем пачку 3. Ванильные, вкусные, наверное. Так, ну и водичка нам тоже пригодится, я думаю, ее возьмем. Так, ребята, нам еще нужна тара, здесь как раз есть хозяйственный магазин, пойдемте ее возьмем. У нас есть 3 тары, каждая объемом 1 литр, и для каждой тары у нас будет своя жидкость, например, молоко, чай и суп. Ну а замачивать мы будем вот такие вот сушки, печенье и сухарики. Вот я сейчас, знаешь, что думаю? Это немного ли будет вот этого всего? Да, слушай, я думаю, нормально, в принципе. Лишь бы не пришлось идти в магазин еще после этого. Не очень хочется, потому что на улице дикий мороз. Но давайте для начала заполним тару напитками. И первое, что мы зальем, это будет молоко. Не смотрите, что здесь написано сахар. Это все неправда. Это будет у нас молоко. Так, открываем и заливаем. Посмотрим, действительно здесь литр. Слушай, прям литр. Не соврали, действительно здесь литр. Если что, на пачке прям так и написано. 1 литр. Видите? Все ровненько, все четко. Так, ну а следующее это у нас суп. Наши 5 пачек. Сейчас их открываем и засыпаем. Здесь написано соль. Не верьте этой таре, она рассказывает вам неправду. Пахнет, конечно, носками какими-то. Да, запах, честно говоря, очень странный. Ну да ладно, нам осталось поставить чайник и залить это все кипятком. Итак, пока у нас кипятится вода, давайте для начала проверим, сколько печенья впитает 1 литр молока. Мне вот очень интересно узнать, я никогда даже не задумывался об этом. Даже никогда не задумывался о том, сколько печенья впитает 1 стакан молока, а тут целый литр. Ну для начала, естественно, распакуем печенье. Тут оказывается в упаковке еще 2 упаковки. Замечательно, блин. Ребят, почему мы взяли именно молоко с печеньками? Потому что это по вкусу очень хорошо сочетается. Ну, лично я так делал. И я ни разу не видел, чтобы, например, сухарики макали в молоко. Или, например, сушки макали в молоко. Ну, печеньки 100% вкуснее. Если вы тоже так делали, поставьте лайк, и мы посмотрим, сколько у вас таких. Итак, ребята, мы распаковали все печеньки. И если вы когда-нибудь задавались вопросом, как выглядит 140 печенек, вот так вот. Так что делайте скрины, берите на заметку, будете показывать кому-нибудь, если это действительно было вам полезно. У нас есть специальное сито, которое мы согнули для того, чтобы удобнее вылавливать печеньки. Ну как вылавливать? Опускать и доставать. Погружаем, наверное, раз, сколько там? 2, 3, ну вот 4, наверное, хватит. Может даже 5. Будет отлично. И погружаем. Ой, давайте хотя бы 3 для начала. Молока очень много. Я не знаю, сколько ждать нужно, но когда я вмакал в чай, это было очень быстро. И они очень быстро ломались. Но, скорее всего, потому что чай обычно горячий, как правило. Поэтому все происходит гораздо быстрее. Но молоко у нас холодненькое. Итак, прошло примерно минута. Достаем, как видите, печеньки очень мягкие. Наглядно видно, что они впитали молоко. У нас для таких печенек специально есть такая вот тара. Мы это все уваливаем сюда. Так, берем следующие 3 печеньки и опускаем.
Итак, следующая партия подошла. Как видите, опять же, все уже. Печенье все мягкое. Все остатки молока у нас сливаются. В принципе, готово. Так как молока стало меньше, я думаю, можно уже брать так по штучек 5, наверное, и опускать. Итак, ребята, спустя 20 минут, смотрите, молока уже внутри нет. Все впитало печенье. Давайте вываливаем остатки. Я думаю, достаточно. Там осталось так, по чуть-чуть уже. 63 печеньки вот здесь вот. Почти половина, слушай, прикольно. Итак, получается, что мы сейчас ответили на главный вопрос человечества и всех наших подписчиков, наверное. 63 печеньки способны впитать 1 литр молока. Ну, интересный факт, наверное, но это было очень прикольно. Теперь я знаю на 1 факт больше. Моя библиотека пополнилась. Но так как чайник уже давным-давно вскипел, я думаю, стоит перейти к супчику. Слушайте, неожиданно, потому что когда я так делал, мне казалось, что печеньки улетают, а молоко остается. И я почему-то уверен был, что, ну, 100 хотя бы будет. Ребята, вы только гляньте, что мы откопали на нашей кладовке. Как вы думаете, что это может быть? Ладно, не буду я вас мучить. В общем, скоро Новый год. И у нас здесь, смотрите, целая гигантская коробка разной пиротехники. Посмотрите, здесь есть всякие фонтаны. Это, по-моему, петарды какие-то. Я даже не знаю, что тут есть. То есть ракеты, римские свечи, салюты. Какие-то вон супер конфетки. Может, сладкие, не знаю, может их можно есть, может нельзя. Даже римских свечей, смотрите, здесь около 100 штук. Это очень прикольно. И мы хотели бы знать, что вы бы хотели видеть до Нового года с этими петардами. То есть предлагайте свои идеи в комментариях внизу, и мы обязательно выберем самую мощную идею, которую по итогу снимем. Но только с одним условием: если вы под этим видеороликом наберете 6000 лайков, тогда я думаю, что мы сразу же приступим к съемкам и снимем очередную для вас идею с пиротехникой. Я думаю, это будет очень весело и очень интересно, потому что, ну, все-таки Новый год, настроение, это будет очень много взрывов, всяких искр. У меня прям чешутся руки все это взорвать, все это зажечь, поджечь. Это будет очень весело, ребята. Так что обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал. Но, так, я, наверное, пойду, пока все это разберу. Может, что-нибудь еще интересное найду. Итак, ребята, у нас кипяточек. Что? Итак, кипяточек у нас готов. Осталось его залить в наш супчик. Давайте это сделаем. Ой, какой вкусный запах. Так, почти до края заливаем. Это у нас литр как раз. Я помню, мы как-то на канале Дюшес газировали такой суп. Это было офигеть как вкусно, вы не представляете. Если вы не пробовали газированный суп, всем советую. Это реально очень крутая штука, очень такая вкусная, нереально вкусная. Осталось нам подождать 2-3 минуты, перемешать это все, пока все заварится. И будем выпускать сухарики. Перемешиваем. Да, прям кушать захотелось. Просто балдеж. Распаковка чек наших сухариков. Высыпаем. Кстати, написано, что сухарики ванильные. Но так и не скажешь. Ванильно-сырный вкус, Серега, пробовал когда-нибудь? Я думаю, это вкусно. Ребят, как вы знаете, в суп никто не макает вот так вот, сухарик не берет, вот так вот не делает, чтобы просто вот так его поесть. Все это делают обычно как? Просто засыпаются какие-то маленькие сухарики, вот так вот все туда, и потом это вкуснее кушать, и быстрее как-то остывает суп. И, ну, я сам так делаю, чтобы прикуску хлеб не есть, просто кладешь туда сухарики. Ну, мы взяли вот такие вот большие сухарики, посмотрим, сколько их штук нужно, чтобы впитать литр вот такого вот супа. Кладем сразу 4 штучки на сито и опускаем. Ой, в горяченьком супе. Это, наверное, так вкусно будет. Посмотрите, как аппетитно выглядят сухарики. Первая четверка готова. Как вы видите, ребята, смотрите, у нас разделяется напополам наш сухарик, значит, эти сухарики, они все уже мягкие. Это значит то, что мы их выдерживаем нужное время в супе для того, чтобы они полностью пропитались. Так, добавляем еще 4 сухарика, итого уже 12. Так, добавляем еще 4 по 4, да, кидаем? Оп, оп. Ребята, прошел уже примерно час. Я уже устал это все ждать, пока намокнет, промокнет и станет мягким. Как вы помните, сухариков было очень много. Гляньте, сколько их осталось всего лишь. Ну вообще, совсем чуть-чуть. И под конец, чтобы все уже остальное впитать,
нам пришлось ломать эти сухарики. Как видите, там маленькие кусочки остались. Так что давайте вываливаем их сюда. Ну и получается, что все. Хотите ли вы узнать, сколько сухариков у нас ушло на то, чтобы впитать литр супа? Приготовьтесь, я вам сейчас скажу. Раз, два, три. Нет, не 3 сухарика, а 105 штук. 105 сухариков. Вот таких вот больших. Если этот факт был для вас полезным, обязательно ставьте лайк под этим видео. Я считаю, что это что-то необычное, что-то новенькое. Но у нас остался еще один напиток. Это чай. Как многие из вас знают, в чай обычно макают сушки, поэтому мы их и оставили напоследок. Очень интересно узнать, вот сколько же сушек нужно-то на литр чая. Давайте узнаем. Мне кажется, сушки будут растворяться гораздо быстрее, чем печенье и сухари. Мне кажется, мы используем где-то плюс-минус 2 пачки. Чайник у нас уже вскипел. Мы заранее его поставили, чтобы заварить чай. Так, я думаю, сейчас 5 пакетиков на литр нам будет достаточно. Опускаем это все в нашу тару и заливаем. Есть. Если вы заметили, у нас тара даже называется чай. То есть это единственная тара, которая подошла нам к напитку нашему. Я почему-то уверен в том, что сушки, из-за того, что они глянцевые, они будут плохо впитывать жидкость. Поэтому я думаю, что мы их будем ломать, и тем самым они очень легко будут себя впитывать, и это будет гораздо быстрее. Поэтому давайте распаковываем. Смотрите, ребята, сколько у нас сушек. И то одна пачка у нас осталась целая. Я думаю, что ее вообще она не нужна будет, мне кажется. Ну что, погнали. Я надеюсь, это не будет час. Ломаем? Это будет 1,5. Первая сушка пошла. Чик, чик. 9. 14. Уже осталось меньше половины литра чая. Мы истратили сюда уже 80 сушек. Делали это порядка, не знаю, 5 минут, наверное, всего лишь. И так быстро ушел чай. Я думаю, если бы мы не ломали наши сушки, это было бы гораздо дольше. Ну, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. В данном случае нам пришла эта мысль под конец. Только что можно ломать сушки, накрошить их штук 30 и потом все это вылавливать. И вот таким образом мы до 80 штук добрались. Если на вот это вот ушло 80 сушек, ну, наверное, здесь где-то сушек 40 осталось. Раз, два, 3, 4, 7, 8. Еще Серега порезал себе руки этими сушками. Да. Я вам хочу сказать, что не повторяйте этого дома. Это очень опасно. Действительно, 3 пореза у меня на руках. Их плохо видно, они очень маленькие, но вот видно 1, 2 и вот здесь вот 3. Так что это очень опасные сушки. Нельзя их вот так вот просто руками мять. Этого не стоит делать дома, иначе можете порезаться. Лучше их просто размокать в чаечке и мягкими кушать. Следующая партия 30 штук готова. Ну, осталось, наверное, 20-очка все-таки. 4, 9, 10. Я устал уже, блин, 13, 14 и 19, 20. Все. Так, там было 80. Мы добавили 30 сейчас. 110. 110. 110 сушек уже в нашей тарелочке. Итак, ну что, все уже, ребята. Тут уже прям нет никакой жидкости вообще. То есть чай абсолютно опустошен нашими сушками. Давайте вывалим остатки. Если вы никогда не видели, как выглядит 150 сушек, которые впитали литр чая, вот, пожалуйста, это выглядит вот так вот. По итогу мы получаем что? Печенье 63 штуки впитали литр молока. Сухарики 105 штук впитали литр супа, и литр чая у нас впитало 150 сушек. Это больше всего. Я, честно говоря, от сушек точно такого не ожидал. Я думал, будет примерно как и печеньки, наверное, ну, может, 2 раза больше. Но не 150 точно. Не знаю, была ли вам эта информация полезна, но мне это было очень интересно узнать. Но если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте больше лайков внизу под этим видео. И, кстати, мы сняли прошлый видеоролик. Мы скатывались там на надувной пицце, на надувном верблюде, на надувном диване. Это было очень забавно. И, кстати, там был очень интересный конкурс. Посмотрите видео, я там все рассказываю. Так что всем пока!